Неожиданно ожидаемая встреча. Карлсон отдает ферзя Джавахиру Синдарову. Каждая партия между этими шахматистами вызывает бурный интерес всего шахматного сообщества. Магнусевич напихает пешку d4, Джавахир отвечает d5. На доске у нас гамбит, который встречается в последнее время очень часто. Ферзевой гамбит e6 сюда, конь f3, конь f6 и g3. Из ферзевого гамбита главный босс мира шахмат решает закаруанить своего слона на g2 и играть Каталониус. Скидает Синдаров пехунделя на поле c4, слон g2 и получает Магнусятина шахидосик на поле b4. Что-то надо делать, конечно. Закрываемся конем, это все теория. Самый великий шахматист галактики знает, как закрыться от шаха на b4. В этой позиции Синдаров избирает самый жесткий и опасный вариант для черных. Он решается играть на удержание пешки c4, открывая диагональ для закаруаненного слона с поля g2. О как! Джавахир ничего не боится, идет Карлсон в рокировку и слон b7. В этой позиции главный босс шахмат находит единственный точный ход в этой позиции. Вот, кстати, момент, когда ты можешь поставить видео на паузу, проверить подписку на этот канал и поискать лучший ход за белых. А чтобы ты долго не искал, не напрягал свои извилины, я тебе сразу его покажу. Магнус играет конь c4. Что будет на взятие коня, мы с вами, конечно же, посмотрим, потому что взятие коня следует в партии. Ферзь а4, получай сюда. Идея хода, конь d2, это вскрыть диагональ для шаха. Пешка с b5 перешла на c4, забрала этого коня, поэтому шахидосик. И конь c6, сильный ход, который защищает этого слона. Шах ферзем объявил двойной удар на короля и на слона. Поэтому конь c6 единственное поле, которое защищает этого слона на b4. Но теперь этот конина связан. А Кобылянский скачет на поле b5. И получается, что его брать нельзя, так как все завязано, перевязано, еще слон висит. Несколько минут раздумий, и Джавахир пихает коня на поле d5. Перекрывает действие этого слона и при этом отдает коня на поле c6. Не отдает, а возвращает. Лучшим ходом в этой позиции было бы, конечно же, забрать этого слона. После ферзь d7 можно еще было подловить белых на вот такой вариант. Последовал бы взятие просто ферзя, и Карлсон бы потерял ферзя. Потерял бы он ферзя, сомневаюсь, поэтому он бы сыграл четко слон d5, потом сюда и b4, слон c6. С равной позицией у соперников. Но в партии было немножко по-другому. В партии после конь d5 Магнус Карлсон решил выебаться и сыграл ферзь b5, сохраняет связку на этого короля. Но после хода а6 Джавахир Синдаров задает вопрос, а что ты будешь делать со своим ферзем? Ведь если отступить на а4, например, вот так вот на а4, слон просто слон d6. И на взятие конем на поле c6 просто ферзь d7 последует. Отступать конем уже нельзя, так как теряется ферзь, и черный остается с лишней фигурой. После взятия на c6, конечно же. Поэтому Магнус Карлсон в этой позиции после а6 решает пойти во все тяжкие, мол, кто ты, а кто я? Давай посмотрим. Он тырит ферзем на поле b7, тем самым ставит своего ферзя в неуютное положение. А это неуютное положение заключается в том, что после хода коня 5 некуда бежать, некуда деваться. Куда ни кинь, всюду клин. Ну, разве что затырить за ладью можно этого ферзя. Но Хейникович решает ферзя отдать за две фигуры. Слон d5, конь b7 и слон b7. Ровно две фигуры получается за ферзя. Дальше нас ожидает жесткая схватка, в которой главный босс шахмат будет играть без ферзя. За две легкие фигуры, конечно же. Ладейка сюда на b8, шахидос надо прописать, король убегает, рокировки нету, вы мне можете написать, так после шаха же возможно рокировка. Замечал я такие комментарии у себя на канале. Отступаем слоном на поле f3 с угрозой вилки на поле c6. Именно такая идея отступления слона. Освобождаем. Лучшим ходом в этой позиции является слон d6. Так Джавахир и играет. Уводит своего слона из-под боя. Позволяет коню на поле c6 оформить вилкой в глаз, чтобы другие места не пострадали. И получается нападение на d8, на b8 и ферзь e8.
Конечно же, ладейку забрать надо, и после ферзь b8 материальное соотношение немножко выравнивается. За ферзя у белых получается ладья и слон. Остается только затырить пешку, одну из двух, из трех, или сколько их тут, одну из 7. И получится компенсация Ласкера за ферзя. Более чем достаточно, чтобы играть, продолжать борьбу. Но борьба, ребята, не заканчивается, а продолжается. Вы мне напишите, что я опять выпрашиваю лайк и подписку. Да, я буду выпрашивать лайк и подписку. Поэтому прямо сейчас ты должен долбануть лайкосик, подписку и колокольчик. Захватывает Хейникович. Центр ходом Е4, ведь теперь красивые пешки в центре, как грецкие орешки. Ходом Е5 контратака центра, слон Е3 и король Е7. Джавахир пытается ввести свою ладью в игру ходом ладья d8 как-то. Возможно, затырить пешку на b2 еще хотелось бы. Но, кстати, почему бы он не забрал эту пешку сразу, спросите вы. А я вам сейчас покажу. Если забрать на поле b2, последует ладья b1 с проблемами у черных. Можно еще вот здесь забрать, набрать, тогда ладья b8. И после король e7 теряется ладейка на поле h8. Поэтому никакой лох на b2 брать не будет. После слон Е3 Джавахир справедливо играет король Е7, чтобы сейчас уже долбануть на Б2 без всяких последствий. Пешечку необходимо защитить. Ладья d8, активизация черной ладьи d5 и ферзь b4. Сейчас Магнус Карлсен будет пытаться войти в чресел Джавахиру и намутить какую-то адскую атаку. Ладейка на c1, слон e2 уже угрожает с выигрышем пешки c4. Несколько моментов, и белые могут уже перехватить материальный перевес. Ладья b8, единственный точный ход в этой позиции а3. Ошибается Магнус, ферзь b3 позволяет черному ферзю войти как к себе домой. Провисает немножечко слонина на поле f3, поэтому батя идет на защиту этого немоща. c3, конечно же, на c3 брать нельзя, из-за того, что просто черный ферзь отдаст себя в жертву за две ладьи с безнадежной позицией у белых. Поэтому после хода c3 слон d1 единственный точный ход. Давим этого ферзя как прыща на жопе. Ладья c4. Ладья нападает на пешечку e4, угрожает дать шахидосик. Плюс угрожает взятие на b2 с зевком ферзя на поле c4 после взятия на b2. b4 на тебе. Получи шахидос, пошел на g1 и получи а5. Джавахир все пытается использовать связку по линии b. Если забрать пешку на а5, последует взятие, взятие, взятие. Так играть никто белыми не будет. Это тебе не какой-нибудь шнырь за гаражом, это Магнус Карлсен. Слон c2 атакует ферзя, отдает пешку на d5, а куда деваться уже? Что-то надо отдать, чтобы что-то получить. На тебе еще слон b3, ферзь a8, ферзь спрятался там, где попе тепло, избегая любых нападений на себя. Ладья c3, АБ, ладья b4. Заезжает черная ладья на активное поле. Черные уже могут развить атаку ходом f5, f4, f3, потом ферзя перекинуть через c8 на h3 и долбануть Матильду. Ладья bc1, ферзь b7 аккуратненько, надавливаем на слона b3, слон c2 и g6. Избегаем появления этого неприятного белопольного на поле f5, h4. Магнус пытается из последних сил выдавить камень из позиции. Какой-то там слон g5, а потом какой-то там непонятный ход, что-то там f3 возможно. Короче, какую-то минимальную инициативу пытается Магнус развить. Ладья b2, ладья c4, чтобы сыграть слон e4, нападать на ферзя. f5, чтобы не было слона на e4, слон d3. Упругий Магнус прочными ходами пытается свести хотя бы ничью, Но вы посмотрите на оценку позиции минус 3,7. Неприятности. Ладья b3, нападение на этого слона. Слон g5, шах, король сюда и слон c2. Я бы сыграл слон f1, чтобы поставить слона на поле g2, напасть, вызвать продвижение e4 и проиграть эту партию.
Ладейка b2, ладейка c3, король d7 и слон a4. Мощные слоны начинают немножко щекотать черного короля, но точными ходами черный король уходит из-под этих неприятностей. Слон возвращается на c2 и ферзь b4. Понемногу надо подъезжать тяжелыми фигурами, нападать на всех и вся. Слон d3 угрожает слон c4. Этот ход неточность. e4 на тебе тоже неточность. Слон c4 шах. Король d7 пошел. И внимание, слон g8 это решающая ошибка белых фигур в этой партии. Возможно, Магнус имеет мало времени, чтобы подумать. А над чем можно было бы тут подумать? Например, если не слон g8, можно было бы прочно сыграть слон e3. Железобетонная позиция. Но в партии все же слон g8. Магнус нападает на пешечку. Хочет ее поиметь. Ладья b1. Пытается Джавахир разменять одну из тяжелых фигур. Магнус ретируется королем. c1 забрал. И ферзь b2. Напал на ладью, угрожает продвижение f4, перекрыть дыхалку слону на поле c1, чтобы потом просто вырубить последнюю ладью. Ладья d1, ферзь c3, угрожает шах на поле f3, забрать ладейку на поле d1. Слон e3 перекрывается, король e7, король подкрадывается к этому слону. И ладья c1, ферзь b2, слон c4. Точным ходом Карлсон уводит своего слона из проблемной зоны, из неприятной зоны. Слон Е5. В надежде как-то разменяться, подменяться. Ладья d1, ферзь c2. Двойное нападение. Конечно же, ладья c1 следует, чтобы защитить еще и слона. Ферзь b2, ладья d1, слон d6. Немножко тут происходит потасовка фигур черных-белых. Никто еще не понял, куда, как прорываться. Слон g5, король d7, слон e3, ферзь a3. В случае отступления этого слона опять на g5, если Магнус захочет, а он не захочет, тогда, конечно же, ферзь f3 с шахом и унижением ладьи на поле d1. Слон g8. Опять Магнус оттянет в большие города за пешечкой h7. Но по секрету всему свету я вам скажу, что слон на поле h7 уже и останется. Он клюнет на пешечку h7. Ферзь c3 играет Джавахир, чтобы на взятие пешки на поле h7 просто сыграть ферзь g7 и выдавить этого прыща. Ладья d4 перекрывает Магнус дорогу на поле g7, король e7 и слон h7. Решил, что он может забрать на поле h7, но не тут-то было. Слон c5 получи, ладья отступит и ферзь на g7 подойдет с выигрышем слона на поле h7. Но на еще шах и доз, король f7, ладья d7 шах. Король e6 нападение на ладью. Брать пешку c7 плохо, так как следует мат в 5 ходов. Сначала сюда шах, потом сюда, 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 потом сюда. Поэтому на c7 никто брать, конечно же, не будет. Магнус такие комбинации считает, глазом не успеешь моргнуть. Ладья d2 отступает, и Джавахир точным ходом ферзь g7 вырубает белопольного слона, который позарился на пешку. В этой позиции Хейникович сдался, ведь что ему делать? Непонятно. Да, он может напасть на слона на поле c5, но тогда просто слон d6, слон с поля h7 никуда не девается. И если, например, продать его подороже, ферзь g6, будем честны, такая позиция не тянется. Черными фигурами даже я выиграю. Поэтому еще раз лайкосик, подписка, смотри предыдущее прикольное видео с канала. Вот здесь кликай на конечную заставку.